Ола, мои амигос. Как дела? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Мы с Дашей решили сегодня вечерком прогуляться. Во-первых, у себя на райончике. Мы живем в Бельграно. Прекрасный, хороший спальный район. Такой элитный спальник. Ну, не элитный, нормальный. Комфортный точно. Мы сейчас гуляем здесь и дойдем до китайского квартала. Я вам толком про него не рассказывал, хотя на самом деле он достоин упоминаний. Китайский квартал – это, не знаю, как вы себе представляете, но это достаточно чистое место, где всегда очень много людей, потому что там продается очень много разных товаров, абсолютно непривычных нашему глазу. 100-500 видов газировки в баночках, той, которую мы не пробовали. Много всего для суши и, конечно же, рыба и морепродукты, которые свежайшие и недорогие. Вот. В общем, китайский квартал или Баррио Чино на испанском – это, в принципе, очень классное место, и я считаю, что это наша большая удача жить рядом с таким местом. Пойдемте туда и посмотрим, что можно там выбрать, за какие деньги, и вечерком, может быть, даже чего-нибудь приготовим из этого. В общем, план такой. Идем в магазин. Вышли мы с Дашей вечерком прогуляться и только перешли дорогу, как нас просто тормознула какая-то женщина. Говорит, вы точно либо русские, либо украинцы? Ну, на испанском. Все, она вот аргентинка. И очень долго с нами общалась. В этот же момент мимо проходил мужчина, сказал, что я тебя точно видел на YouTube. Я говорю, да, он такой, я смотрю твои видео, поэтому уже второй раз мы встречаем здесь подписчиков среди аргентинцев. Это безумно приятно. Такие все добрые, очаровательные люди. Мы постояли, немножко поболтали и выразили взаимную радость от такой встречи. Вот, он недалеко работает, поэтому, может быть, еще увидимся. Вот, в общем, такая вот страна приятная, интересная, где можно выйти из дома и буквально даже не отойти от него и уже разговориться надолго с просто абсолютно незнакомыми людьми. Вот, ну а мы пошли вечерком проветриться. Весь день сегодня провели дома. Я за работой своей, Даша за своей. Вот молочная ферма работает исправно, все хорошо. Вот пошли подышать воздухом. Ну и как-то в последнее время, замотавшись немножко в своих делах, я даже начал забывать, что мы, оказывается, живем в столице очень большого государства. И здесь так-то развита культурная жизнь очень. Например, мы сегодня прошли мимо съемок какого-то аргентинского фильма. Реально очень много трейлеров, много людей, оборудование, свет, звук. Ну вот один из типичных китайских магазинов. Тут очень много всего, очень много риса, всяких круп, все для суши. Вот я, кстати, только что купил такой коврик для раскатки суши. Я сейчас хочу взять непосредственно нори, вот этот лист, вот они, и сделать дома суши. О, тут их много разных видов. Не знаю, какой брать. Или не заморачиваться с этим, просто купить суши. Не знаю. О, смотрите, сколько всякой рыбки вкусной.
Сальмон бланко, это лосось, только белый, менее жирный, 400 рублей за килограмм, $4. Ну, красота какая. Ну, какая-то плоская рыбеха вот такая. Это что? Филе бротола. Не знаю, что это. Мерлинза. Я хочу что-нибудь такое взять, чтобы можно было просто вот в полусыром виде или вместо селедки в салат посыпать. О, вот это все вкусно выглядит. Наверное, вот что-то такое я и возьму. Вот, а здесь конкретно какие-то осьминоги. Тут я не понимаю вообще, что это. Крабовые большие палки. Это, видимо, устрицы, креветки, кальмары, крабы. Кстати, вот, да, есть крабы. Кангрехо 9600 за килограмм, то есть 960 рублей за килограмм краба. Ну вот. Слушайте, а не гриб... А, нет, это рыбка. Я хочу найти гребешки, пробовать гребешки. Вот, это тоже просто лакомство то еще. А вот, собственно, и они. Вот. Это гребешки. Надо взять, попробовать. Реально, я ни разу в жизни их не пробовал. Антоха вообще смеялся надо мной, когда узнал, там на Дальнем Востоке это очень распространено. А я, увы, да никогда. Вот, также тут вот есть уже порезанные кальмары, мидии, почищенные креветочки. Еще что-то. А, это тунец. Нифига. Это прям целый стейк тунца. А это выглядит вкусно. Тут, значит, полуфабрикаты всякие. Всякие непонятные, интересные китайские штуки. Вообще не понимаю, что это. Заморозка. Ага, вот креветосы, лангустины. В общем, вкуснота. Сейчас будем выбирать. Ну, в итоге я взял местный белый лосось, еще пару рыб, которые можно есть сырыми, но я их сейчас сделаю в севиче, замариную их в лимоне со специями, и будет у меня вот такой сегодня лакомство. Ну что, все я приготовил, все, что мы купили, а именно 3 вида рыбки. Я приготовил из них севиче. Севиче – это перуанское блюдо из свежей рыбы, замаринованной в лайме, в соке лайма. Там у меня есть сок апельсина, красный лук мелко-мелко нарезанный, зелень, а именно стебли кинзы, тоже мелко-мелко-мелко. Они такие ароматные. Оливковое масло, соль, перец и немножко острого перца. Ну, на самом деле, у меня вот не было в магазине, я сухой аджики туда чуть-чуть бахнул. Вот, в принципе, я думаю, что это аналогичная история. Вот, давайте попробую и расскажу, каково это. Блюдо должно быть немножко кисленькое и очень вкусное. Это просто бомбяо. Это правда вкусно. Рыбка свежая, специи прекрасные. Это они просто подчеркивают вкус рыбы. Вот. Ну и вкусовой баланс просто пушка. В общем, обалденно. Мы вечером вышли прогуляться. Артем нас позвал дойти до парка, поболтать, погулять с колясками. Вот такой сейчас наш отцовский отдых. Вот, и встретились мы, я не знаю, случайно, не случайно, но на площади Российской Федерации. Здесь, в принципе, очень много именно географических наименований у улиц, у площадей
Вот, и как-то так совпало, что мы встретились на площади Российской Федерации. Это может быть очень символично, конечно, но площадь Российской Федерации сейчас окружена забором, и в центре площади карусель, на которой танк. Как тонко аргентинцы чувствуют Российскую Федерацию. Кстати, открыли эту площадь года 3 назад. Торжественно притом. В общем, вот такая вот она, площадь Российской Федерации. Да, господа, сегодня у меня насыщенный день. Сегодня, во-первых, я уже съездил к переводчице, отдал ей документы на перевод для легализации здесь. Во-вторых, сейчас лечу на просмотр квартиры, и буквально через полчаса после просмотра у меня уже назначена встреча, мы играем в сквош. Поэтому успеть везде и всюду есть только один вариант. Это мотоцикл. В общем, лечу на просмотр. У нас сегодня плановый осмотр у врачей в госпитале. Будем смотреть, как изменилась дочь, сколько весит, насколько выросла. И послушаем общие комментарии. Вот, в предвкушении уже. Что человек поправился на 1 килограмм за 2 недели, за 2. Сколько? 4300. Рост 55 сантиметров. За месяц, получается, она выросла на 7 сантиметров. И поправилась за 2 недели на килограмм. Ты вообще даешь, конечно. У нас сегодня пятница, делаем всякие бытовые дела, готовимся к праздникам. Я заказал воду, ее привезли нам в середине дня, и вот за такой набор получилось чуть меньше $5. Это с доставкой. Ну и, соответственно, пустые емкости забирают с собой. Ну что, сегодня нашей малышке 1 месяц. 1 месяц. Она реально очень выросла за это время. Но для нас она все равно малышечка просто. Мы безумно рады, что она с нами. Она просто прелесть. Она очень долго ждала, чтобы сняться на видео, поэтому она уснула. Давайте задуем эту свечку, поздравим ее с 1 месяцем жизни. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Ona, happy birthday to you. Ура! Ура! Мы накануне Нового года пошли наконец-то в гости. Нас позвали Коля и Фая. Фая в одно время с Дашей рожала там в соседних палатах, а Коля просто прикольный пацан. Мы идем к ним в гости вечерком на ужин. Сегодня намечаются бургеры, картошка фри и приятная компания. Вот у нас сегодня семья вся в белом, дочке 1 месяц. Ну, мы уже отпраздновали, в принципе. Все, пора переходить к другим праздникам. Тут, сами понимаете, праздник на празднике. Так, семейство Барановых сейчас вот вообще прямо как в какой-то телепередаче. Одна салаты мешает, другой картошку там переворачивает. В общем, да, скоро будем, видимо, есть. Уже прям пахнет очень вкусно. Аппетит разгоняется безумно. Прямо...
Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А что это? Я не знаю, что это такое. Мы думали, что это наподобие что-то может быть Байкала. Ну да, потому что похоже. Это самодельное или нет? Нет, А, в магазине. Это местное. Там есть яблоко, апельсин, все такое. А вот это вот что? а вот Я это думал, что такое? Ну давай, налей чуть-чуть. Скажешь свои ощущения. Ну, конечно. Это суперфаст. Что это тебе? Чуть-чуть только прям. Ядрит, Мадрид. Это как будто егерь безалкогольный. Ну да, у него... Слушай, интересно, это концентрат какого-то сока. Я не понимаю, что это. Надо перевести на самом деле, так, наверное, все умные люди делают. Но хотелось узнать по вкусовым ощущениям, понимаешь? А идет, типа, Вот с егерем пойдет, прям с егерем. да, идет просто, я это больше никогда не буду покупать, а вот и все, что мне идет. Слушай, а еще, как и все в Аргентине, очень сладко. Очень сладко, приторно. Вот. И язык красит, видели, да? А еще у них есть напиток, да, еще у них есть напиток, как он называется, фернет. Я все хочу попробовать. Это типа 40-градусный какой-то ликер, который они пьют с колой. Что-то типа, как мне рассказывали, что-то типа как раз егеря. Вот, они на стадионе приходили, с колы что-то выливали там, да, заливали его перед заходом. Видимо, они это и делали. И когда в магазине я был недавно, я не понял одного прикола, там у них ящики тарабанят. И вот, видимо, то же самое было. Там только фернет написано, ты сейчас сказал. Вот. А Коля, между прочим, еще и моряк. Вот, судя по тому, как он картошку переворачивает, у меня есть подозрение, что то, что он рассказывал, что он инженер, это все какие-то... это он себя повысил. Либо кулинария его хобби. Ты где так готовить научился? Я? Не, я люблю готовить на самом деле. Мне кажется, Ты что... на корабле готовишь? Нет, на корабле просто ем. Ну что, спасибо хозяевам. Пожалуйста, здоровенько. Да, мне прям эта картинка очень нравится. Да и вообще мы давно собирались встретиться. Поэтому спасибо. Давай, здоровья. Все, Коля еще партию картошки сделал. Осталось только посолить. Ну, давайте. Вот теперь готово все. Вот теперь точно готово. Погнали. Шуля. Не, я что-то не съела. Давай. Да всем положено. Хватит. Ой, вкуснотищу Коля сделал вообще. Я тут вот прям чувствую повар. Вот повар, 100%. Кок. Ну и освоив все бургеры, мы решили продолжить где? Ну, конечно же, на балконе. Смотрите, какой шикарнейший балкон. С вот этим вот устройством сверху, по-моему, называется маркиза, по-моему, называется. Ой, все началось. Так, ребят, пока меня YouTube не забанил за авторские права, я вынужден, видимо, отключаться. Но в целом это выглядит вот так. Я считаю, шикардос.